Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных и не очень металлов из вот такого интересного материала, представляющего из себя не что иное, как гирконы от электромагнитных реле. Материал был прислан одним из подписчиков по имени Евгений, за что ему отдельное спасибо. По легенде, данный материал, наряду с содержанием золота, также имеет родиевое напыление. И это родиевое напыление путем прямого афинажа в рамках сегодняшней лабораторной работы мы также попытаемся извлечь. По плану переработки. На первом этапе при помощи азотной кислоты, а впоследствии молотка, избавимся от луженых контактов, находящихся на этих гирконах, а также от стекла. На втором этапе полученный материал протравим от ненужных металлов, а именно от меди и железа. На третьем этапе при помощи царской водки переведем в раствор золото, оставшееся в этом материале после удаления из него ненужных металлов, и в последующем восстановим его до металлического состояния. И после этого, по идее, в материале должна остаться только родиевая фольга, которая, как известно, в царской водке в значимых количествах не растворяется. На следующем этапе родиевую фольгу попробуем перевести в раствор, применив гидрохлорирование при помощи разбавленной соляной кислоты и гипохлорита натрия. На выходе мы должны получить хлорводородную кислоту родия, которую впоследствии пронитруем для удаления из нее примесей ненужных металлов. Ну и впоследствии немного поэкспериментируем и попробуем восстановить родий до металлического состояния, либо напрямую из его нитритного комплекса при помощи гидрозингидрата, либо из соли натрия, либо из аммониевой соли. На выходе должна получиться родиевая чернь. И на последнем этапе результаты переработки, в случае их наличия, сплавим и взвесим. И да, вы не ослышались, родий мы сегодня тоже попытаемся сплавить. План накидали. Приступаем. Материал избавлен от луженых ножек, а также от стеклянных корпусов. И перемещен в стакан объемом 5000 мл. И теперь мы будем работать только с чистыми контактными парами. Также забыл упомянуть, что приблизительное количество используемых в сегодняшней лабораторной работе гирконов равно 680 штукам. При исходном весе материала 1,4 кг. И первым номером сегодняшней программы будет удаление лишних металлов, предположительно меди и железа, из нашего материала. Для этого нам понадобится приблизительно 800 мл дистиллированной воды, 400 мл электролита и такой же объем азотной кислоты. Приливаем дистиллированную воду к материалу. Приливаем электролит. Приливаем небольшое количество азотной кислоты, которую в дальнейшем по мере надобности будем добавлять. Накрываем крышкой, включаем легкий подогрев и ждем старта реакции. Ну вот вы все видели, приблизительно спустя 40 минут почти все паразитные металлы отравлены, и можно наблюдать плавающую в растворе фольгу золота и родия. К сожалению, концентрации кислот уже недостаточно для того, чтобы протравить особо усердно облитые золотом и родием контакты. Осталось некоторое количество магнитного материала, поэтому за кадром я проведу повторное травление, а в нашей программе объявляется первый антракт на фильтрацию раствора для улавливания на фильтре
золотой и родиевой фольги. Спустя приблизительно час раствор отфильтрован. Также отфильтрован раствор после повторного травления недотравленного материала. И в итоге на фильтре можно наблюдать вот такую картину, представляющую себя набор как золотой, так и родиевой фольги. К сожалению, во время фильтрации случился косячок, куда же без него. Прорвался фильтр, пришлось фильтровать все по второму разу, и в итоге у нас на обработке будет два набора фильтров. Ну а сейчас по традиции давайте проверим профильтрованный раствор на наличие серебра. Для этого прольем в него небольшое количество соляной кислоты. Выпадение хлорида серебра не наблюдается. И раствор отправляется на утилизацию. Ну а мы пока займемся обработкой уловленного на фильтре осадка в виде золотой и родиевой фольги при помощи царской водки. Для этого приготовим ее 80 мл. Для этого в мерник прильем 20 мл азотной кислоты и 60 мл соляной. До 80. Напомню, что объемное соотношение кислот 1 к 3, массовое 1 к 2. И приливаем царскую водку к материалу. Включаем легкий подогрев и ждем старта реакции. Спустя приблизительно 15 минут золотая фольга растворилась, также растворились фильтры, и можно наблюдать взвешенные в растворе частички родия. Родий в непорошкообразном состоянии в царской водке в значимых количествах не растворяется. Выключаем подогрев. Травление закончено, и в нашей лабораторной работе объявляется второй антракт на фильтрацию раствора для выделения золотосодержащего раствора и отделения частичек родия на фильтре. Спустя 10 минут золотосодержащий раствор отфильтрован, а на фильтре уловлена родиевая фольга. К ней вернемся чуть позже. А сейчас займемся восстановлением золота и золотосодержащего раствора до металлического состояния. Я предварительно погасил мочевиной излишки азотной кислоты. Также раствор нагрет до температуры 80 градусов. И восстанавливать золото до металлического состояния будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разведенного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Прикапываем восстановитель.
Можно наблюдать начало коагуляции золотого осадка. Восстановителя достаточно. Теперь крутим на магнитомешалке под кипением до окончательной коагуляции осадка и просветления раствора. Восстановление золота до металлического состояния закончено. Можно наблюдать скоагулирующийся осадок и просветлевший раствор. Раствор отправляется в отстойник, а скоагулирующийся осадок на чистку и сушку. Золотой осадок почищен и просушен, и с ним мы встретимся уже на взвешивании. Ну а мы пока перейдем к самому интересному – афинажу родия. Для начала попробуем родиевую фольгу, находящуюся на дне стакана, перевести в раствор для получения хлорводородной кислоты родия методом гидрохлорирования. Для этого нам понадобится разбавленная в 2 раза 32% соляная кислота. Здесь у меня ее 75 мл и аналогичное количество гипохлорита натрия с массовой концентрацией 50 граммов на литр. По методичке необходимо прилить к родию разбавленную соляную кислоту. Пока прильем половину объема. Включить подогрев. И потихоньку приливать гипохлорит натрия. Если мы все сделаем верно, то на выходе мы должны получить хлорводородную кислоту родия красного цвета. Ждем начала реакции. Спустя 5 минут видно, что какая-то вяленькая реакция началась, но родий при этом переходит в раствор очень неохотно, если вообще переходит. А также с цветом этого раствора учебники нас, похоже, обманули. Так как в процессе выщелачивания из всех щелей прет хлор, то этот стакан я перемещаю в вытяжной шкаф, а результат выщелачивания покажу. Ну а результатом 30-минутного выщелачивания стал полный факап, заключавшийся в том, что кроме фильтров ничего не растворилось. И поэтому было принято 2 решения – пельмени разлепить в исходную, а фарш провернуть обратно. Результатом принятых решений стало отделение родиевой фольги от растворенных фильтров. И надо заметить, что этой самой фольги собралось достаточно немаленькое количество. Позднее я сообщу номер патента по гидрометаллургии от 2010 года, в котором утверждалось, что гидрохлорирование родия из горной породы при помощи соляной кислоты и гипохлорита натрия является хорошим решением. Ну а пока перейдем к плану Б. И по нему я проведу квартование родиевой фольги вместе с медью, то есть сплавлю их. Сплав, в котором содержание меди будет приблизительно в 4 раза выше, чем родия. И это позволит в дальнейшем удалить медь из сплава при помощи азотной кислоты, а родий останется в виде губки, с которой, я надеюсь, будет гораздо проще работать. Проводить квартование я буду за кадром, для того, чтобы не портить интригу по поводу плавки чистого родия, если его все-таки удастся получить. Потому как у меня есть сильное подозрение, что родий в фольге находится тоже в виде сплава, либо с иридием, либо с осмием. И результатом квартования спустя 15 минут стал вот такой королек медного цвета. И этот королек отправляется в азотную кислоту для удаления меди и получения губчатого родия.
И буквально спустя пару минут можно наблюдать сильное потемнение раствора, которое не соответствует цвету нитрата меди в обычных условиях. И это говорит о том, что по мере растворения меди в раствор в виде взвеси переходит родиевая губка, а с ней же, возможно, осмиевая и иридиевая. По прошествии 15 минут квартованный сплав родия с медью полностью растворился, выделение газов прекратилось. И теперь разбавим этот раствор дистиллированной водой для предотвращения выпадения солей меди при остывании этого раствора, а также для уменьшения его плотности. Это будет способствовать быстрейшему осаждению родиевой губки. Уловить на фильтре родиевую губку, скорее всего, не получится ввиду ее мелкодисперсности, поэтому будем именно ждать ее осаждения на дно стакана. После этого верхушку раствора отдекантируем, осадок промоем и будем дальше с ним работать. Спустя даже несколько часов родиевая губка так и не думала отстаиваться, и в итоге пришлось ловить ее на фильтре. Получилось это не с первого раза, и теперь для тех, у кого есть мелкодисперсные осадки, которые не улавливает фильтр даже синяя лента, я могу дать некоторый лайфхак. Необходимо взять несколько фильтров синяя лента. Я брал 6 или 7. И растворить их в кислоте. Я применял азотную. По итогам растворения получается некая кашеобразная масса. После этого в воронку Бюхнера укладываете еще пару фильтров синяя лента и производите фильтрацию кашеобразного раствора. По итогам фильтрации на дне воронки у вас образуется нечто внешне похожее на вату. И впоследствии при приливании в это нечто раствора, содержащего мелкодисперсную фракцию, думаю, что вплоть до микронной, вы замечательно улавливаете все частицы, содержащиеся в растворе. Так же, как это удалось сделать мне. По итогу фильтрации родиевой губки можно видеть, что раствор очистился и имеет классический цвет нитрата меди. И поверьте мне на слово, вышеозвученный лайфхак – это не то же самое, что уложить в один ряд 7 фильтров синяя лента. Я проверял. Раствор нитрата меди отправляется на утилизацию, а мы займемся уловленной на фильтрах родиевой губкой. Признаюсь, за кадром я уже поэкспериментировал с небольшим количеством родиевой губки, пытаясь перевести ее в раствор, и применил два метода. Первый, уже примененный в начале лабораторной работы, метод гидрохлорирования, и второй – классическое растворение в царской водке. Оба метода сработали. Но мы сегодня в рамках лабораторной работы будем применять именно классическое растворение в царской водке, так как этот метод более доступен для афинажников и менее вреден для здоровья, в отличие от гидрохлорирования, при котором выделяется газообразный хлор. Готовить царскую водку для перевода родиевой губки в раствор будем немного не по классическому рецепту, а на одну часть азотной кислоты прильем 4 части соляной. Суммарно готовим 100 мл царской водки. Переливаем к фильтрам. И ждем начала реакции. На выходе должен получиться раствор фиолетового цвета.
Растворение родиевой губки заняло около 20 минут, и по его окончанию раствор имеет характерный цвет, который будет более ярко выражен после его фильтрации. Раствор теперь уже хлорводородного комплекса родия отфильтрован и готов к дальнейшей цепочке химических преобразований, следующий из которых будет перевод хлорводородного комплекса родия в нитритный. При этом должно произойти замещение ионов хлора во внутренней координатной сфере на ионы диоксида азота по уравнению реакции, которую вы можете видеть в правом верхнем углу экрана. Также при нитровании, которое мы будем выполнять при помощи нитрита натрия, вследствие изменения pH в сторону щелочного, должен наступить ступенчатый гидролиз паразитных металлов, которые в виде гидроксидов выпадут на дно стакана. Начнем процесс нитрования. Нитрование будем проводить до окончания выделения диоксида азота. pH раствора после нитрования должен быть в диапазоне от 3,8 до 4,5. Если же перебухать нитрита натрия, то может произойти высаливание родия из раствора. Нитрование закончено, а вместе с ним наблюдается окончание выделения диоксида азота. Также наблюдаем изменение цвета раствора и отсутствие ступенчатого гидролиза паразитных металлов, что говорит о том, что в нашем растворе примесей паразитных металлов не было. Но несмотря на то, что видимых признаков наличия примесей нету, я все же за кадром этот раствор отфильтрую. Раствор профильтрован, немного упарен и доведен практически до кипения. Попытку восстановления родия до металлического состояния из нитритного комплекса мы будем делать при помощи самого сильного из известных мне восстановителей гидрозин-гидрата, одноводный раствор которого разбавлен в соотношении 1 к 2 с дистиллированной водой. Прикапываем восстановитель. Наблюдается пока легкое изменение цвета, говорящее о том, что процесс восстановления начался. Восстановление родия до металлического состояния закончено, и на выходе имеем вот такой результат, вполне скоагулировавшийся осадок родиевой черни. В процессе восстановления родия до металлического состояния в исходный раствор добавлял погранулно гидроксид натрия для увода раствора в сторону более щелочного pH, и это в свою очередь помогло процессу восстановления. Какое-то количество мелкодисперсного родия еще, безусловно, выпадет
из исходного раствора на дно стакана. Но этого я уже дождусь за кадром. После этого осадки объединю, промою, проколю и попробуем это количество вроде сплавить. Ну и перед тем, как переходить к плавке, давайте подведем предварительные итоги. Я думаю, всем будет интересно узнать, сколько же металла угорит в моих кривых руках при этом процессе. Первым на взвешивание отправляется золото, добытое, напомню, 680 гирконов. Результат 1,13 грамма. Ну и вторым металлом взвесим полученный сегодня с великим трудом родий. Результат 96 грамма. Ну и непосредственно плавка. Возьмем свежий тигель. Перед использованием его необходимо обурить. Для этого слегка его прогреем. И кинем немного буры. Тигели бурили. Теперь высыпаем золото. Пламя горелки уменьшили, чтобы не раздуть осадок. Сейчас его слегка металлизируем. И после этого пламя можно добавить. Первый готов. Берем новый тигель. И снова обуриваем.
Высыпаем родий. И тоже попробуем его слегка металлизировать. Вроде слегка металлизировали. Порошок больше не разлетится. Если вы думали, что все будет так просто, то я вас разочарую. Температура плавления родия равна 1963 градусам. И здесь нужен девайс посерьезней. А именно пропан-кислородный сварочный пост. Ребята из питерской компании «Сварлен» подогнали мне его за вполне разумные деньги с уже заправленным 10-литровым кислородным баллоном, а именно за 20 тысяч рублей, за что им отдельное спасибо. Итак, МАП-газ с горелкой идут отдыхать, а мы приступим к плавке непосредственно пропан-кислородной смесью, температура горения которой может достигать 2800 градусов.
Второй готов. Ну и долгожданная финалочка. Давайте произведем окончательное взвешивание, а заодно оценим кривизну рук автора при плавке. Первым идет на тест кривизны рук золото. Результат 1,12 грамма. Исходный вес был 1,13. Кривизна рук автора составляет менее 1%. Вторым отправляется на тест родий. Результат 93 грамма. Кривизна рук приблизительно 2,5%. Ну и давайте визуально оценим качество полученных металлов. Насчет золота у меня больших сомнений нет. 3 девятки точно имеются. А вот насчет родия судить вам. Я, например, в сплавленном виде, не по телевизору, вижу его впервые. Теперь касаемо самой переработки. Если с золотом все предельно понятно и просто, его извлечение из различных материалов уже 1000 раз разжевано на YouTube, то с родием все далеко не тривиально. Вопреки паре видео на тематических химических каналах, где утверждается, что родий в составе горной породы либо в сплавленном металлическом виде растворяется в царской водке, мы сегодня воочию увидели, что это неправда. Более того, он также не растворяется при гидрохлорировании в соляной кислоте с использованием гипохлорита натрия. Номер патента от 2010 года, руководствуясь которым мы сегодня в рамках лабораторной работы пытались выполнить гидрохлорирование, вы можете видеть в правом верхнем углу. И это гидрохлорирование также завершилось полным фиаско. Уточню, что гидрохлорирование касается именно родиевой фольги, а не губчатого родия, с которым этот метод вполне себе работает. Также в случае родиевой губки работает и растворение в кипящей царской водке. Напомню, что для ее получения мы изначально сделали квартование, то есть сплавили родиевую фольгу с медью. Но ее улавливание на фильтре после растворения в азотной кислоте квартованного сплава отдельно нетривиальная история. Ну и если делать совсем общие выводы, у кого много времени и денег, может потренироваться с извлечением родия, например, из гирконов. Но я бы этого делать не стал, ввиду очень большой вероятности потери энного количества металлов по дороге химических процессов, и сдал бы его приемщикам. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки металлов платиновой группы, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!